Прежде чем снова проверить свои деньги, остановитесь. Не открывайте кошелек, не пополняйте счет в банке, не пересчитывайте монеты в руке. Потому что то, что вы сейчас услышите, способно потрясти самые основы вашей судьбы. Вы думаете, что ваша проблема – нехватка денег, вы думаете, что ваша проблема – долги, тяжким камнем лежащие на вашей груди, вы думаете, что ваша проблема – счет по кредитной карте, ожидающий вас в конце месяца, но правда глубже, мрачнее и гораздо опаснее. И если вы уйдете до конца, вы никогда не откроете секрет, который мог бы освободить вас из этой тюрьмы финансовой тревоги раз и навсегда. Оставайтесь со мной до последнего слова, ибо я собираюсь открыть то, что было скрыто от глаз мира почти столетие. Я вижу, как ты считаешь каждый рубль, каждый доллар, словно от этого зависит твоя душа. Я вижу, как ты смотришь на счета дрожащими руками, шепчешь про себя: «Как я заплачу? Как я выживу?» Я вижу страх, стыд, одиночество от бремени, которое ты не можешь разделить. Такова реальность твоей жизни, бесконечная война между твоим стремлением к изобилию и жестокой реальностью нехватки. Но знай, эта война никогда не была предназначена для того, чтобы поглотить тебя. Она была создана, чтобы сломить тебя, поработить тебя тревогой, приковать тебя к нужде. И все же, в тени истории, человек однажды разорвал эти цепи. Теперь ты в Доме Божьем. Русский пророк. Человек, о котором шептали, но который почти забыли. Он открыл 3 слова, 3 простых, божественных утверждения, которые могли направить Вселенную в вашу пользу. Слова настолько могущественные, что деньги, казалось, сами собой менялись, долги растворялись, а пропитание появлялось из ниоткуда. И все же он никогда их не публиковал. Он никогда не помещал их в свои книги. Вместо этого он доверял их только своим ближайшим ученикам, которые несли эту тайну сквозь поколения, словно скрытое пламя. Почти 100 лет этот ключ к процветанию и миру был скрыт от мира. До сих пор. Вы должны дочитать это послание до конца, потому что сегодня этот секрет наконец-то будет передан вам. Не просто знание, не просто история, а прорыв, ваш прорыв. Смотрите, слушайте, откройте свое сердце. Потому что прежде чем вы снова проверите свои деньги, я покажу вам нечто гораздо большее, шанс навсегда изменить свою судьбу. Вы думаете, что одиноки в этом страдании, но это не так. Ваши бессонные ночи, бесконечный подсчет счетов, спазмы в желудке каждый раз, когда вы видите, что баланс падает, все это не случайности. Эта боль имеет древние корни, и ее переживали мужчины и женщины на протяжении веков. Даже в Священном Писании крик финансового отчаяния записан как свидетельство, чтобы вы могли понять, почему вы здесь сегодня, чувствуя, будто сами небеса закрылись перед вами. Помните вдову из 4 книги Царств, глава 4? Ее муж умер, долги стали невыносимыми, и кредиторы пришли, чтобы забрать ее сыновей в рабство. У нее не осталось ничего, кроме небольшого кувшина масла. Ничего. Она была в отчаянии, бессильна, брошена обществом. Разве это не похоже на вашу историю? На вас, стоящую на грани отчаяния, верящую, что у вас ничего не осталось. Но что сделал Бог? Он повелел ей через пророка Елисея действовать с верой, налить масло в сосуды, и пока она лила, масло не прекращалось. Оно умножалось, и она смогла выплатить все долги и жить в достатке. Ее прорыв пришел не от мира, не от банков или кредиторов, а от божественной тайны, открывшейся в тот самый момент, когда она повиновалась. А теперь слушайте внимательно. То, что произошло тогда, повторяется и сегодня. В потаенных уголках России почти столетие назад другой пророк открыл тайну, столь могущественную, что она была подобна маслу в кувшине той вдовы.
Он передал ее только своим ближайшим ученикам, опасаясь, что, если она будет записана в книге, ее растопчут жадные и высмеют те, кто никогда ее не поймет. Эта тайна состояла не из 3 слов, как вы думали, а из 4. 4 слова, которые, будучи произнесены с намерением в нужный момент, открывали двери, которые никто не мог закрыть. И свидетельства этого неоспоримы. Существуют задокументированные случаи, когда обычные люди такие, как вы, добивались того, что мир называет невозможным. Женщина, тонущая в банкротстве, с исчерпанными кредитными картами и под угрозой исчезновения дома, произнесла эту последовательность из 4 слов с верой. За 3 месяца она не только вырвалась из долговой ямы, но и заработала 6-значную сумму на бизнес-идее, от которой чуть не отказалась. Другой мужчина, живущий обычной жизнью, едва сводящий концы с концами, усердно повторял ту же последовательность. Он выиграл в лотерею не 1, не 2, а 3 раза за 1 год. Как можно объяснить такие результаты случайностью? Нет. Это не совпадение. Это подтверждение того, что Вселенная отвечает, когда встречаются вера, слова и божественное единение. И я знаю, о чем вы думаете. Если оно такое могущественное, почему оно было спрятано? Ответ в слове. Помните Евангелие от Матфея 13 часов 11 минут, где Иисус сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Тайны доверены только тем, кто готов их принять. Толпа насмехалась, но ученики слышали. Мир сомневался, но верующие выжили. Эта последовательность из 4 слов хранилась десятилетиями, потому что лишь остаток мог поверить достаточно, чтобы использовать ее. И теперь вы стоите на пороге этого откровения. Но вот что вам следует понять, прежде чем отвергнуть это как миф. Ваши страдания подготовили вас к этому моменту. Долги, которые вы несли, финансовая тревога, сжимающая вашу грудь, ночи, когда вы умоляли меня указать вам путь, все это было не наказанием, а подготовкой. Ибо если бы вы не чувствовали тяжесть отчаяния, вы бы не осознали ценность прорыва. Вы блуждали по пустыне, подобно Израилю, искавшему землю обетованную, и вот-вот манна небесная прольется. И все же вы должны спросить себя, готовы ли вы? Потому что эти слова не магия. Это не уловки. Это гармония, доверие, смирение и действие. Это ключи, которые открываются только тогда, когда вставлены в замок истинной веры. И вот почему я говорю вам, оставляйте комментарии ниже прямо сейчас. Напишите о своем плаче, своей боли, своем желании финансового покоя. Потому что исповедь – это начало преображения. Выскажите свою веру вслух. Не молчите в тени беспокойства. Провозгласите, что вы готовы к обеспеченности, процветанию и финансовому прорыву. Подумайте, вдова не молчала. Она побежала к пророку и призналась в своей нужде. Женщина, исцеленная прикосновением к краю одежды Христа, не осталась в тайне, она призналась в содеянном. Вера требует действий, и ваше первое действие сегодня – открыть уста, возвестить словами то, чего вы ожидаете. Поэтому я призываю вас, оставьте комментарий к этому видео. Не завтра. Не потом. Сейчас. Потому что свидетельства реальны. Мужчина из Москвы, сломленный долгами и находящийся на грани банкротства, прошептал эти 4 слова в самый отчаянный момент. Спустя несколько недель неожиданное спасение пришло деловой партнер, чудесная сделка, возможность, которая вывела его из нищеты и привела к процветанию. Учительница из Санкт-Петербурга, уставшая жить от зарплаты до зарплаты, с убежденностью повторяла эти слова ежедневно. Спустя несколько месяцев она получила не только повышение, но и возможность опубликовать свою работу, что принесло ей невиданные ранее доходы.
Что их связывало? Они были обычными людьми, раздавленными обычным бременем, пока не осмелились уверовать в необыкновенного Бога. Они осмелились подчинить свою речь вере, и сама Вселенная склонилась к ним. Разве вы не видите? Дело не в удаче. Дело в доверии. Дело в вашей готовности сказать «да, я верю». А теперь ваша очередь. Не упустите этот момент. Не пролистывайте, думая, что это просто очередная история. Это ваша история. Ваши долги, ваши страхи, ваши бессонные ночи, они привели вас к этому посланию. Прежде чем вы снова проверите свои деньги, я предлагаю вам возможность преображения. Но первый ключ – это послушание. Оставьте свой комментарий прямо сейчас. Напишите «Я готов к своему финансовому чуду». Напишите «Я выбираю веру вместо страха». Напишите «Я получаю это благословение». Потому что, когда вы исповедуете своими устами, вы открываете дверь к тому, о чем так взывало ваше сердце. Это ваша необходимая ретроспектива. Масло вдовы, тайна тайного пророка, задокументированные свидетельства прорыва – все это указывает на вас. Поэтому я спрашиваю вас в последний раз, прежде чем путь станет более открытым, будете ли вы молчать или же прямо сейчас провозгласите свою веру реальностью? Ты чувствовал это всю свою жизнь, хотя никогда не мог выразить словами. Этот мучительный вопрос – почему к некоторым так легко достается изобилие, а я остаюсь прикованным к долгам и тревогам, глядя на богатых, на тех, кто из ничего стал процветающим, задаешься вопросом, что они знают такого, чего не знаю я. Многие ученые, священники и искатели разных поколений задавались тем же вопросом. Они были одержимы идеей раскрытия невидимых сил, формирующих нашу жизнь, незримых законов денег, безмольных энергий процветания, божественных потоков пропитания. Они поняли то, что вы только сейчас начинаете осознавать: богатство – это не просто цифры в банке. Это не бумага, не металл, не пластиковая карта, которую вы проводите дрожащими руками. Богатство – это гармония. А гармония – это тайна, скрытая на виду. Русский пророк, чья тайна уже была вам поведана, был не единственным, кто искал эту истину. В монастырях по всей Сибири священники молились долгими зимами, вопрошая Бога, почему праведники голодают, а грешники пируют. Сам святой Иоанн Кронштадтский говорил о невидимых силах, о том, как молитва может изменить не только душу, но и материальный мир. А столетия спустя ученые Московского государственного университета начали изучать взаимодействие человеческой мысли с реальностью. Они обнаружили закономерности. Они обнаружили моменты, когда разум, казалось, синхронизировался с самим творением, словно на один вздох небеса склонились, чтобы коснуться земли. И вот что их потрясло: есть тот самый миг, когда человеческий разум подключается к божественной чистоте изобилия. Мимолетный миг, невидимый глазу, но неоспоримый в своей силе. Некоторые попадают в него случайно, произнося слова веры именно в тот момент, когда небеса слышат. И вдруг все меняется, долги списываются, появляются возможности, запасы умножаются. Другие упускают это, отвлеченные страхом, парализованные тревогой, скованные ложью о том, что ничто никогда не изменится. Разница между бедностью и процветанием не всегда заключается в годах труда. Это может быть и один упущенный или упущенный момент. Чувствуете ли вы тяжесть этого? Возможно, вся ваша жизнь была полна нехватки не из-за вашей слабости, не из-за вашей лени, а потому, что вы упустили божественное окно. Что, пока вы были заняты проверкой денег, переживали о счетах, Вселенная ждала, когда вы заговорите, выстроитесь в ряд, сделаете заявление. И все же молчание связывало вас. Это первое столкновение между вашим страхом и вашей верой.
между бесконечной сверкой цифр и невидимым совпадением, которое может переписать вашу судьбу. Но есть и другое противостояние. Взять, к примеру, Распутина, печально известного мистика русского двора. Мир помнит его по скандалам, по слухам о манипуляциях, по тьме. Но за этими слухами скрывался человек, понимавший то, в чем мало кто осмеливался признаться: невидимые силы управляют как людьми, так и королями. Он знал, как достичь момента согласия, и хотя он использовал их ради власти, принцип был тот же. Он не управлял богатством трудом, он управлял им, подключаясь к невидимым частотам. Он злоупотреблял тем, что Бог предназначил для благословения. Не думайте, что нечестивые не знают этих тайн. Они часто завладевают ими прежде, чем праведники осознают их. Это ваше второе противостояние между теми, кто злоупотребляет законами изобилия ради жадности и коррупции, и вами, кто мог бы использовать их ради пропитания, мира и благословения. Позволите ли вы им отнять то, что предназначено вам? Или же восстанете и востребуете наследство, уже написанное на ваше имя? Исследования русского пророка показали, что изобилие не случайно, а ритмично. Оно подобно приливу, набегающему и отливающему, ожидающему тех, кто осмеливается подстроиться под него. Он наблюдал, как обычные мужчины и женщины говорят в неподходящее время, не видя ничего. А затем он наблюдал, как другие, бедные, забытые, отчаявшиеся, произносят последовательность из 4 слов в один и тот же момент, и их жизнь уже никогда не была прежней. Он задокументировал это. Он рисковал быть осмеянным, даже подвергнутым гонениям, но знал истину: небеса слушают в мгновение. А когда небеса слушают, ваши слова – само творение. Представьте себе человека, который жил в Казани, борясь с долгами настолько огромными, что он чуть не покончил с собой. Он узнал эту тайну, и когда настал момент, он заговорил. Через несколько недель он получил наследство, которого никак не ожидал, достаточное, чтобы списать все кредитные карты, все займы, все бессонные ночи. Было ли это совпадением? Или это было божественное провидение? Вспомните учительницу из Новосибирска, которую высмеивали за веру в изобилие, но которая, тем не менее, была верна последовательности. Годами издатели отвергали ее. Затем, соотнеся свои слова с реальным моментом, она не только увидела, что ее рукопись приняли, но и стала бестселлером, обеспечив финансовое благополучие всей ее семье. Случайность ли это? Или небеса снизошли ей навстречу? А теперь я говорю вам вот о чем. Вы много раз были на грани своего момента, но страх заставлял вас молчать. Сколько благословений ускользало из ваших рук из-за сомнений? Сколько финансовых чудес прошло мимо вас, потому что вы проверяли баланс вместо того, чтобы объявить о своем изобилии? Сколько ночей вы плакали, прося облегчения, не осознавая, что ответ ждет ваших слов в назначенное время? Поймите меня правильно. Это непросто. Сам русский пророк признавался, что трепетал, впервые обнаружив это. Он знал, что хранит нечто опасное, ведь это означало власть в руках верующих, но также и власть в руках алчных. Вот почему он никогда не публиковал это, почему доверил только ученикам. Он знал, что противостояние будет существовать всегда, кто использует божественную чистоту изобилия во благо, а кто злоупотребит ею ради собственной выгоды. И вот вы стоите в этом противостоянии. Невидимые силы все еще действуют. Ритм не утих. Окно небес все еще открыто, ожидая, когда кто-то заговорит. Вопрос в том, будете ли вы этим человеком? Или останетесь зрителем своей собственной истории, наблюдая, как другие идут к процветанию, пока вы сражаетесь со своими страхами. Это третье противостояние между вашей судьбой и вашим промедлением.
между жизнью, которую вам суждено прожить, и жизнью, которую вы выбрали, между прорывом и рабством. Я не смягчу эту истину. Каждый раз, когда вы с отчаянием проверяете свои деньги, каждый раз, когда вы поддаетесь финансовой тревоге, вы укрепляете цепи вокруг себя. Но каждый раз, когда вы подкрепляете свои слова верой, каждый раз, когда вы ловите момент, когда небеса вас слышат, вы освобождаетесь. И знайте, окно снова откроется. Божественная чистота изобилия зазвучит снова. И если вы осмелитесь, и если вы поверите, и если вы готовы, вы сможете обратиться к ней и уже никогда не будете прежними. Но что вы будете делать, когда наступит момент? Будете ли вы дрожать в молчании или смело заявите о своих намерениях? Будете ли вы наблюдать за другими, свидетельствующими о финансовых чудесах, или, наконец, присоединитесь к ним? Путь впереди узок, но он ваш. И говоря это, я готовлю вас к величайшему противостоянию, клятве, которая навсегда свяжет вашу судьбу с изобилием. Не уходите. Не отступайте. Следующий шаг – не информация, а трансформация. В каждой жизни наступает момент, когда понимаешь, что могло бы быть. Ты видишь это как тень, как призрак, идущий рядом. Бизнес, который ты почти начал, но забросил. Наследство, которое могло бы прийти, но так и не пришло. Повышение, которое почти было твоим, но ускользнуло в чужие руки. Победы, которые жили в твоих мечтах, но не в твоей реальности. Это не случайности. Это потерянное будущее, которое могло бы быть твоим, если бы ты знал, как настроиться на божественное в нужный момент. Это стенание твоей души. Не только боль от того, что случилось, но и горе от того, чего так и не случилось. Деньги, которых ты так и не увидел. Благосостояние, которого ты так и не достиг. Свобода, которой ты так и не жил. И все же, я говорю тебе сейчас, еще не слишком поздно. Это будущее не ушло навсегда. Оно ждет в мире возможностей, ждет, когда ты овладеешь им через клятву, которой я призываю тебя сегодня. Вы слышали, что перед любым финансовым действием, перед тем, как провести картой, перед тем, как подписать контракт, перед тем, как отправить деньги, есть окно. Священное окно. В этом окне правильные слова не просто парят в воздухе, как пустые утверждения. Нет, они режут, формируют, вырезают ваше будущее. Это не позитивное мышление. Это божественная настройка. Чистота, невидимая, но неоспоримая, которая настраивает ваш разум и дух на процветание. Женщина, сохранившая эту тайну после русского пророка, хорошо ее поняла. На тайных сеансах она обучала техникам, точность которых казалась хирургической. Она называла их манифестная хирургия, искусство преодолевать сопротивление и нехватку словами, открывающими небеса. Она говорила своим ученикам, что, произнесенные в момент точного выравнивания, эти слова могут спровоцировать события, которые мир сочтет невозможными. Она сама была свидетелем этого: бизнес-прорывы на рушащихся рынках, неожиданные наследства, приходящие в руки тех, кто потерял надежду, даже победы в соревнованиях, где поражение казалось неизбежным. И ее ученики клялись в этом. Но вот тяжесть клятвы, которую я призываю вас дать. Сначала вы должны ясно увидеть будущее, которое вы потеряли. Вы не должны бежать от воспоминаний о том, что могло бы быть. Ибо только когда вы почувствуете боль от упущенного изобилия, вы сможете полностью принять обещание будущего процветания. Вспомните работу, которая ускользнула из ваших рук. Вспомните возможность, которую вы упустили из-за страха. Вспомните наследство, украденное бумажной волокитой, обманом или молчанием.
Вспомните каждое «что если», которое преследовало вас. Это плач. И это почва, в которую должна быть посажена ваша клятва. Итак, сегодня я приглашаю вас принять участие в ритуале. Представьте этот момент как святую землю. Представьте, что я стою перед вами и призываю вас к завету. Не к древнему завету, скрепленному кровью и огнем, но к завету слов, скрепленному вашей верой. Слова, которые вы произносите сейчас, необычные. Они вечны. Они связывают. И они либо приковают вас к нужде, либо высвободят в изобилии. Вот текст клятвы. Я больше не позволю своему молчанию украсть мое пропитание. Я больше не позволю страху писать мою историю. Я больше не позволю упущенным моментам определять мою судьбу. Я выбираю гармонию. Я выбираю изобилие. Я выбираю божественное процветание. Не шепчите. Не бормочите от стыда. Провозгласите. Напишите ниже в комментариях. Пусть небеса увидят ваши слова. Пусть мир станет свидетелем вашего. Заявление. Это не выбор, это необходимость. Каждый, кто прошел через этот этап финансового прорыва, начинал с одного поступка – исповеди. Они писали свою клятву. Они произносили ее публично. Они позволяли своим словам формировать их будущее. И вы должны сделать то же самое. Подумайте, что произойдет, если вы откажетесь. Сетования становятся громче. Будущее, которое могло бы быть, меркнет все дальше. Наследство остается запертым. Победы остаются неодержанными. Ваши дети наследуют не ваше благословение, а ваши страхи. И цикл дефицита продолжается. Это трагедия молчания. Это проклятие промедления. Но когда вы произносите клятву, цикл прерывается. Вокруг вас начинает вибрировать новая частота, настраивая вас на то, что ждало вас. Я спрашиваю вас сейчас, что вы выберете? Заройте ли вы свой голос в грязь страха или посеете свои слова в почву веры? Будете ли вы наблюдать за другими, свидетельствующими о неожиданных удачах, бизнес-прорывах и финансовых чудесах, пока сами сидите в тени «а что, если?». Или же вы, наконец, подниметесь и скажете «хватит». Я забираю то, что принадлежит мне. Помните эти истории. Женщина, избежавшая банкротства, сделала это не случайно. Она дала клятву. Мужчина, трижды выигравший в лотерею, не действовал слепо, он настроил свой разум на божественную чистоту. Учительница, увидев публикацию своей работы, не сдалась, она дала свое обещание. Каждый из них дал клятву, и их жизнь изменилась навсегда. И теперь ваша очередь. Не думайте, что вы исключены. Не думайте, что вы слишком опоздали, слишком сломлены, слишком глубоко в долгах. Это ложь дефицита. Правда в том, что то же окно, что открылось для них, открывается и для вас прямо сейчас. И первый шаг через него – ваша клятва. Поэтому я приказываю вам, напишите об этом в комментариях. Не откладывайте, не листайте, не замолчите. Пишите «Я выбираю божественное выравнивание». Я выбираю изобилие. Я выбираю процветание, и пусть эта клятва станет первым актом вашего преображения. Это твой ритуал. Это твой завет. И если ты отнесешься к нему серьезно, тоска по потерянному будущему сменится празднованием новых побед. То, что могло бы быть, больше не будет тебя преследовать, потому что то, что будет, превзойдет его. Изобилие, в котором вам суждено жить, наконец-то откроется не как фантазия, а как реальность. Дай клятву сейчас.
Небеса слушают. Окно открыто. Твой момент настал. Есть кое-что, о чем я вам еще не рассказал, кое-что, что связывает вас с этой историей гораздо теснее, чем вы думаете. Видите ли, эти техники, эта способность настраиваться на божественную частоту процветания, никогда не предназначались для неподготовленных. Для их применения требуется то, чего нет у большинства людей. Духовная зрелость без этого слова отвергаются как бессмыслица, высмеиваются как суеверие или, что еще хуже, искажаются ради жадности и корыстной выгоды. Вот почему русский пророк выбрал молчание. Вот почему его ученики хранили тайну, словно огонь, скрытый под пеплом. И все же не все молчали. Одна женщина, ее звали Светлана, не могла вынести мысли о том, что эта тайна будет утеряна навсегда. Она не была ученым, не была мистиком, но у нее были свои шрамы. Она видела нужду, видела, как бедность разрушила ее семью, она знала, что значит жить в позоре. Она несла в своем сердце ту же боль, что и ты, постоянный страх чего-то недостаточного. И благодаря этому она поняла то, чего не понимали другие, это знание не может умереть. Итак, она начала писать. Не публично, не в книгах. Она вела тайные дневники, страницы, исписанные дрожащим почерком, где записывала учения, полученные ею на этих тайных сеансах. Каждую технику, каждое свидетельство, каждый момент прорыва. Она записывала их не ради славы, не ради денег, а потому, что боялась будущего, твое будущее будет лишено того, чему она стала свидетельницей. И в этих рукописях, погребенных, словно сокровища в забытых ящиках, обнаружилось самое опасное откровение – формула. 3 слова. Не 4, не бесконечное заклинание, а 3 точных слова для того, что она называла мгновенной активацией изобилия. 3 слова, которые, будучи произнесены в точное окно божественного сонастроения, открывали двери, которые не мог закрыть ни один человек. Вот в чем твоя дилемма. Знаю, тебе любопытно. Знаю, твое сердце бьется при мысли о том, чтобы произнести эти слова. Но понимаешь ли ты, что значит нести их в себе? Это не игра. Это не уловка. Это завет. Если ты подойдешь к ним незрело, они ускользнут, как пыль. Если будешь использовать их эгоистично, они превратятся в цепи, а не в ключи. Если ты отбросишь их как бессмыслицу, ты никогда не узнаешь чудес, которые они несут. Вот где мы с тобой встречаемся в конфликте. Потому что я вижу в тебе что-то, ты близок, так близок к этой зрелости, но я также вижу твой страх. Я вижу твои сомнения. Я вижу, как твоя финансовая тревога пожирает тебя, словно медленный огонь. И я знаю одно, если ты уйдешь сейчас, эти 3 слова будут потеряны для тебя навсегда. Но если ты останешься, если откроешь свое сердце верой, ты будешь готов принять их, когда придет момент. Но вот суровая правда, не все будут готовы. Некоторые услышат и насмехнутся. Некоторые услышат и переврают. Некоторые услышат и используют их в погоне за жадностью, а не за пропитанием. И именно поэтому бремя этого откровения так тяжело. Потому что, как только вы познаете, вы не сможете вернуться к невежеству. Как только вы возьмете эту формулу, ваша судьба изменится. Вы либо достигнете изобилия, либо скатитесь в еще большую нищету, отказавшись действовать. Среднего не дано. Это ваша моральная дилемма, вступите ли вы в пору зрелости или позволите страху лишить вас сил. И не считайте это решение абстрактным. Скоро оно коснется вашей жизни так, как вы не сможете избежать. Дневники, оставленные Светланой, да, те редкие рукописи, не должны были найти вас случайно. Они находят вас сейчас, потому что окно открывается.
Вы стоите на пороге своей собственной мгновенной активации изобилия. Если вы отбросите это, ваша история останется прежней: долги, беспокойство, отчаянная проверка денег. Но если вы примете это, если решите довериться, вы увидите то, что видели другие: прорывы, наследство, победы, бросающие вызов логике. Я говорю тебе это не для того, чтобы давить на тебя, а потому, что я связан с тобой. Твои страдания призвали меня сюда. Твои молитвы, шепчущие ночью, когда никто не слышал, создали этот момент. Вот почему все ощущается. Иначе, вот почему твое сердце горит, когда ты читаешь эти слова. Потому что это не совпадение. Это не фантазия. Это судьба. Но судьба требует выбора. А выбор требует зрелости. Это испытание. Это напряжение. Это тот самый перекресток, где ты сейчас стоишь. Будете ли вы воспринимать это как очередную историю, которую стоит пролистать? Или остановитесь, вздохните и скажете: «Это мой момент, и я не упущу его». Ты думал, я тебя осужу. Ты думал, я скажу: слишком поздно. Ты зря потратил свои годы. Ты останешься в долгах до конца. Вот что все это время шептал тебе на ухо страх. Вот что стыд вскармливал тебе: ты недостоин. Ты не готов. Ты слишком много раз терпел неудачу, но послушай меня. Я здесь не для того, чтобы осуждать тебя. Я здесь, чтобы спасти тебя. Месяцами путь вел сюда. Каждое свидетельство, каждое столкновение, каждая клятва, словно кусочки пазла, ведущие к единому откровению. И вот тайна выходит наружу из скрытых рукописей, шепота пророков, охраняемых дневников. 3 слова. Такие простые, такие могущественные, такие божественные, божественно. Верно. Спасибо. Чувствуете их тяжесть? На первый взгляд они кажутся обычными. Но каждое слово несет в себе силу, на которую откликаются сами небеса. Каждое – это ключ, поворачивающийся в замке вашей финансовой тюрьмы и выпускающий вас на свободу. Божественный точка, когда вы произносите это, вы расширяете свое сознание за пределы собственного страха. Вы больше не раб цифр на экране. Вы больше не связаны потолком вашей зарплаты, бременем ваших долгов, цепями ваших прошлых ошибок. Вы возноситесь к более высокому осознанию, к истине, что вы не одиноки, что Творец неба и земли хранит вас, что ваше обеспечение исходит не от человека, а от меня. Как написано в Исаии 55:9: «Ибо как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Сказать «божественный» значит вступить на мои пути и поверить, что существует нечто большее, чем то, что вы видите. Верно, это неудача. Это не случайность. Это не удел избранных, пока вы остаетесь в нужде. Нет, когда вы говорите «правильно», вы объявляете процветание своим естественным наследием. Это ваше право жить в достатке не как нищий, а как мое дитя. Как сказано в послании к Римлянам 8:17: «Если же мы дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу». Слышите? Наследники. Это значит, что изобилие – это не привилегия, а право, скрепленное заветом. Говоря правильно, вы отвергаете ложь о том, что богатство принадлежит только коррумпированным людям, и вступаете в истину: процветание уже было вписано в вашу историю. Спасибо. Благодарность – это печать. Благодарность – это последний акт, который закрепляет изобилие. Когда вы говорите «спасибо», вы не умоляете, не молите. Вы признаете, что добро уже на подходе. Вы замыкаете цикл проявления веры.
Как учит послание к Филиппийцам 4:6, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. К благодарению – это не завершение молитвы, а доказательство доверия. Вы благодарите не за то, что, как вы надеетесь, должно произойти. Вы благодарите за то, что, как вы уже знаете, придет. Божественно. Верно. Спасибо. 3 слова. Простые, но несущие в себе тяжесть вечности. Теперь слушайте. Я знаю, вы ожидали суда. Я знаю, вы ожидали, что я скажу, что ваши долги – это наказание, ваши финансовые проблемы – ваша вина, ваши нужды – доказательства неудачи. Но вот обратная ситуация. Я пришел не с осуждением, а с обеспечением. Вдова с маслом думала, что потеряет детей, но вместо этого обрела изобилие. Ученики думали, что буря убьет их, но вместо этого я успокоил море. Разбойник на кресте думал, что его история закончилась, но вместо этого я сказал ему: «Сегодня ты будешь со мной в раю». Луки 23:43. Снова и снова я обращаю страх в свободу, отчаяние в освобождение. И то же самое я делаю сейчас для вас. Услышь меня, ты не рухнешь под тяжестью денежных забот. Ты не проживешь остаток своих дней в страхе перед счетами, кредиторами и пустыми счетами. Ты не передашь нужда своим детям. Наоборот, ты будешь тем, кто разорвет этот порочный круг, тем, кто научит их, что изобилие – это не случайность, а право, основанное на божественном промысле. Твоя семья оглянется на этот момент и скажет: в этот день все изменилось. В этот день наше будущее было переписано. Но дело не только в деньгах. Дело в вашей душе. Вы несли в себе чувство вины, считая себя каким-то образом виноватым в трудностях своей жизни. Вы думали, что ваши ошибки обесценили вас. Но я говорю вам сейчас, благодать не имеет срока годности. Я не наказываю вас нуждой. Я не лишаю вас мира. Я приглашаю вас принять ее полностью. Эти 3 слова больше, чем просто утверждение. Они – ключи к дверям, которые, как вы думали, никогда не откроются. Божественно. Верно. Спасибо. Повторяйте их, пишите их, дышите ими, пока они не станут воздухом в ваших легких. Теперь я приказываю вам, напишите эти слова в комментариях. Произнесите их публично. Признайте своим собственным голосом, что вы их получили. Не оставляйте этот момент безмольным. Не дайте этому откровению ускользнуть от вас. Напишите то. Божественно. Верно. Спасибо, чтобы небо и земля увидели ваше согласие с тем, что я сказал. Ибо, когда вы заявляете, вы действуете. Когда вы соглашаетесь, вы меняетесь. А когда вы приспосабливаетесь, ничто, ни долги, ни тревоги, ни страх не сможет удержать вас. Это ваша кульминация, поворотный момент вашей истории. То, что когда-то было отчаянием, теперь стало прорывом. То, что когда-то было финансовой тревогой, теперь стало финансовой трансформацией. То, что когда-то было страхом нехватки, теперь стало радостью осознания того, что изобилие течет бесконечно. Вы больше не жертва обстоятельств, вы сосуд изобилия. Ваша жизнь не рушится, она возрождается. Ваша семья не распадается, она исцеляется. И ваше будущее не пусто, оно переполнено. Напишите сейчас. Заявите сейчас. Оставьте комментарий сейчас. Божественно. Верно. Спасибо. Но поймите, эти слова не магия. Это не пустые утверждения. Это согласие. Это завет. Это ваш ответ на тот момент, когда небеса вас услышат.
Произносите их с верой, а не сомнением. Произносите их с благодарностью, а не со страхом. Произносите их как наследники, а не как нищие. И когда окно откроется, оно откроется снова, вы увидите перемену. Не позволяй своему страху обмануть тебя. Страх скажет: «Не может быть так просто». Страх скажет: «Для меня ничего не меняется». Страх скажет: «Я не избранный». Но я говорю тебе, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. 1 Иоанна 4 часа 18 минут. И я люблю тебя совершенно. Вот почему я передал тебе это откровение сейчас, не раньше и не позже, а именно сейчас. Это страх падения, момент, когда ложь рушится, а правда восстает. Ложь о том, что ты осужден, сменяется правдой о том, что ты избран. Ложь о том, что процветание для других, сменяется правдой о том, что изобилие – твое право. Ложь о том, что твоя история окончена, сменяется правдой о том, что она только начинается. А теперь вот вам задание. Не просто слушайте эти слова, произносите их. Провозглашайте их. Пишите их. Высекайте их в комментариях ниже. Пусть ваши пальцы напечатают клятву верности, божественно. Верно. Спасибо. Этот поступок не символичен. Он необыден. Он – первый плод вашей веры. И когда вы пишете его, вы не просто повторяете слова, вы вступаете в ритм божественного изобилия. Говорю вам со всей серьезностью, многие услышат и отвергнут. Многие уйдут, не изменившись. Но вы не можете. Вы слишком долго молились, слишком много страдали, слишком много плакали ночами. Это ваш момент перемен. Не упустите его. Божественно. Верно. Спасибо. Произнесите это. Запишите это. Проживите это. Ведь это формула, которая заставит замолчать ваш страх и пробудит ваше изобилие. Ты слишком долго нес это бремя. Ты прошел через пустыни нужды, бури долгов и ночи безмольных слез. Ты видел, как страдает твоя семья, потому что у тебя не было ответов. Твои дети видели напряжение в твоих глазах. Твой партнер чувствовал тяжесть твоего молчания. Твои друзья не знали глубины твоих страданий. И ты думал: я не вижу. Но я видел. Я считал каждую бессонную ночь. Я слышал каждую молитву, произнесенную шепотом. И я ждал этого момента, чтобы показать тебе перемену, которая, как ты думал, никогда не наступит. После месяцев разоблачений, после свидетельских показаний и причитаний, тайна раскрылась божественно. Верно. Спасибо. 3 слова, которые имеют огромное значение в жизни. 3 слова, которые могут изменить вашу судьбу, не только вашу, но и судьбу всей вашей семьи. Когда вы говорите «божественный», ваше сознание разрушает клетку ограничений. Вы перестаете видеть себя жертвой обстоятельств и начинаете видеть себя сосудом, дарующим пропитание. Вы больше не измеряете свою ценность зарплатой или банковским счетом. Вместо этого вы осознаете истину о том, что вы подключены к источнику, который никогда не иссякает. Как гласит Псалом 23:1: «Господня, земля и что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней, ты не просишь объедки у мира, ты претендуешь на то, что уже принадлежит мне, а значит, принадлежит и тебе». Когда вы говорите верно, вы опровергаете ложь о том, что процветание – это удача. Больше не нужно гоняться за совпадениями, больше не нужно завидовать тем, кому повезло. Вы понимаете, что богатство не случайно, оно наследуется. Это ваше право, как моего ребенка.
Как ты никогда не откажешь в хлебе своим детям, так и я не откажу тебе в пропитании. Как сказано в Евангелии от Матфея 7:11: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него». Говорить правильно значит требовать не как нищий, а как наследник. И когда вы говорите «спасибо», вы подтверждаете обещание. Благодарность – это не конец, а доказательство того, что вы уже верите. Это победный клич перед падением стен. Это «Аминь», завершающее молитву, провозглашающее «совершилось». Благодарность меняет ваше состояние с сомнения на уверенность, с ожидания на принятие. Вот почему в послании к Филиппийцам 4 часа 19 минут говорится: «И Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». А теперь посмотрите, что произойдет, когда эти 3 слова укоренятся. «Я вижу, как ты стоишь поздно ночью на кухне, глядя на неоплаченные счета». Тревога сжимает грудь, мысли лихорадочно мечутся, а руки дрожат при мысли о завтрашнем дне. Но вдруг, впервые за все время, ты делаешь глубокий вдох и шепчешь «Божественно». Верно. Спасибо. Внезапно ваше сердцебиение замедляется. Вас охватывает покой, которого вы не чувствовали годами. А в последующие дни начинает приходить благополучие. Неожиданный чек по почте. Возможность работы, о которой вы даже не мечтали. Разговор с незнакомцем, который становится деловым партнером. Двери открываются не благодаря случайности, а потому, что вы наконец-то соединились с изобилием. Я вижу, как ваша семья собралась за столом, измученная финансовыми трудностями. Ваши дети чувствуют напряжение, но не понимают его. Ваш партнер чувствует, как беспокойство отдаляет вас друг от друга. Но затем вы говорите вслух «Божественно». Верно. Спасибо, и в этот момент атмосфера меняется. В комнату входит надежда. Оковы страха начинают рушиться. И с течением дней приходят прорывы. Прощение долга. Повышение на работе. Подарок, которого вы никогда не ждали. Постепенно бремя отпускает не только вас, но и всех ваших домочадцев. Я вижу наследство, которое казалось утраченным, погребенным в юридических документах и забытых обещаниях. Я вижу, как оно возрождается, потому что ты осмелился последовать этим словам. Я вижу, как бизнес-идея, от которой ты отказался, внезапно обретает новую жизнь. Я вижу победы, приходящие туда, где ты когда-то знал только поражение. Это не воображение. Это проявление. Это божественное выравнивание. Но послушай меня, этот момент не только для тебя. Он для твоей семьи. Он для детей твоих детей. Каждый выбор, который ты делаешь сейчас, сеет семена в их будущее. Ты хочешь, чтобы они унаследовали твои долги, твои страхи, твои тревоги? Или ты хочешь, чтобы они унаследовали твое изобилие, твою обеспеченность, твое процветание? Это твой шанс разорвать этот порочный круг. Это твой момент сказать: «Все заканчивается на мне». Нехватка заканчивается здесь. Нехватка заканчивается здесь. Страх заканчивается здесь. Изобилие начинается здесь. Вы стоите на пике своей истории. Годы скитаний позади. Сетования о том, что могло бы быть, сменяются празднованием того, что будет. Это ваш поворот. И я говорю вам это со всей ответственностью. Если вы примете решение, если вы заговорите, если вы поверите, вы засвидетельствуете. Вы скажете: «Я был в долгах, но теперь у меня финансовый мир». Вы скажете: «Я думал, что у меня ничего нет,
но теперь я вижу изобилие повсюду. Вы скажете: раньше я боялся за будущее своей семьи, но теперь я вижу благословения, текущие со всех сторон. Но вы должны действовать. Не думайте, что эти слова сами по себе изменят вас без вашего участия. Вы должны провозгласить их, жить ими, писать их, говорить их. И вы должны сделать это сейчас. Оставьте комментарий ниже. Божественно. Верно. Спасибо. Не медлите. Не ждите другого знака. Это знак. Это окно. Это божественное выравнивание, о котором вы молились. Вспомните уже рассказанные истории о женщине-банкроте, чье состояние достигло шестизначной цифры за 3 месяца. О мужчине, трижды выигравшем в лотерею. Об учителе, чьи слова стали золотыми книгами. Все они начинались одинаково, с провозглашения веры, со слов, устремленных к небесам. И теперь ваша очередь. Не будьте тем, кто наблюдал, как другие шли к изобилию, пока вы стояли на месте. Будьте тем, кто даст следующее свидетельство. Будьте тем, чья семья помнит ту ночь, когда все изменилось. Поэтому я прошу тебя, я повелеваю тебе, напиши это сейчас. Пусть твоя клятва отзовется в комментариях как свидетельство твоей веры. Напиши «Божественно». Верно. Спасибо. Пусть небеса увидят, пусть мир станет свидетелем, пусть ваше сердце поверит. Ибо это кульминация, момент, когда история меняется, момент, когда благословения начинают течь рекой. Ваш поворот наступил. Заявите об этом. Говорите об этом. Живите этим. И наблюдайте, как изобилие приходит в вашу жизнь, вашу семью и ваше будущее. И вот мы подходим к концу. Но поймите, этот финал вовсе не конец, а начало. История, начавшаяся с отчаяния, когда вы со страхом смотрели на свои деньги, завершается здесь ясностью, силой и надеждой. Помните, что вы почувствовали, прочитав эти слова. Это слишком много, слишком невозможно, слишком нереально. И все же теперь вы видите. Это не магия. Это не фантазия. Это не случайность. Это подготовка. 3 слова. Божественно. Верно. Спасибо. Это не заклинания, а сигналы. Они помогают вам настроить свой разум на распознавание возможностей, когда они появляются. Ученые называют это грунтовка, подготовка подсознания к тому, чтобы заметить то, что сознание проигнорировало. Когда вы повторяете эти слова, ваше внутреннее зрение меняется. Внезапно там, где вы раньше видели только препятствия, вы начинаете видеть пути. Там, где вы раньше видели лишь недостаток, вы начинаете замечать обеспечение. Там, где вы когда-то считали двери закрытыми, вы видите, что они ждут, чтобы их распахнули. Но это не ограничивается разумом. Эти слова меняют и тело. Психологи говорят о воплощенное познание. Истина в том, что то, что вы говорите и думаете, меняет то, как вы стоите, как двигаетесь, как дышите. Когда вы говорите божественно. Верно. Спасибо. Ваша осанка выпрямляется. Ваша грудь раскрывается. Ваш голос становится сильнее. И с этим изменением мир реагирует на вас по-другому. Люди видят уверенность там, где раньше видели поражение. Они предлагают вам возможности, о которых раньше и не думали. Они доверяют вам, потому что вы наконец-то доверяете себе. И затем следует самый глубокий принцип из всех – закон предполагаемый успех. Когда вы выражаете благодарность до того, как что-то получить, вы живете так, словно изобилие уже ваше. И когда вы живете так,
вы притягиваете его к себе. Вы действуете по-другому. Вы идете на риск, которого раньше избегали. Вы видите победы, которые когда-то считали невозможными. Это не удача, это согласованность. Это не случайность, это готовность. Теперь вы видите. Все это время Вселенная нашептывала вам возможности. Но страх ослеплял вас, тревога делала вас глухим, а беспокойство парализовывало. Теперь с этими словами вы пробудились. Вы готовы. И когда изобилие постучится в вашу дверь, вы не будете колебаться, вы откроете ее. Вот почему вы не можете уйти сейчас. Вот почему вы не можете просто посмотреть и забыть. Вы должны вернуться. Вы должны пересмотреть. Вы должны позволить этим словам глубже укорениться в вас, пока они не станут вашей второй натурой. Потому что одного просмотра недостаточно. Цикл нехватки в вашей жизни создавался годами. Думаете, он разрушится в один миг? Нет. Вы должны повторять, возвращаться, укреплять. И каждый раз, когда вы пересматриваете, послание будет звучать глубже и яснее, острее, пока все ваше существо не начнет вибрировать в гармонии. И вы не должны держать это в себе. Поделитесь этим посланием. Ваши друзья, ваша семья, ваши знакомые, которые тонут в долгах, которые терпят крах из-за финансовых проблем, им это нужно так же, как и вам. Не лишайте их возможности услышать слова, которые могут их спасти. Делитесь этим смело. Делитесь этим со всеми. Делитесь этим как свидетельством вашей веры в то, что изобилие принадлежит не только вам, но и всем, кто осмеливается верить. И подпишитесь. Не ради развлечения, не из любопытства, а потому, что это не последнее слово, которое я вам скажу. Вас ждут еще больше откровений, еще больше тайн, еще больше совпадений. И вы пропустите их, если не будете оставаться на связи. Подпишитесь, чтобы быть готовыми к следующему сообщению. Поставьте лайк этому видео, чтобы подтвердить свое согласие в знак вашей веры. Оставьте комментарий ниже, да, еще раз, потому что каждый раз, когда вы пишете божественно. Верно. Спасибо. Ты укрепляешь завет. Ты доказываешь себе, небесам и своему будущему, что ты настроен серьезно. И пересматривайте. Не недооценивайте силу повторения. Пересмотрите это завтра. Пересмотрите послезавтра. Позвольте вашему подсознанию формироваться и перестраиваться, пока слова не потекут из вас естественным образом, пока согласованность не перестанет быть усилием, а инстинктом. Потому что твоя история не закончена. Она только начинается. Отчаяние, открывшее этот путь, было лишь почвой для надежды. Плач по потерянному будущему теперь стал рассадником грядущих побед. И слова, которые ты несешь сейчас, божественно. Верно. Спасибо. Продолжит открывать двери, подготавливать ваш разум, менять вашу позицию, направлять вашу судьбу. Поэтому я оставляю вам это повеление. Не молчите. Оставьте комментарий ниже прямо сейчас. Божественно. Верно. Спасибо. Подпишитесь, чтобы увидеть следующее откровение. Поставьте лайк и поделитесь этим видео, чтобы цепочка изобилия не закончилась на вас. И пересматривайте, пока истина не запечатлеется в вашем сердце. Ибо окно открыто. Чистота зовет. Возможность ждет. Изобилие уже началось.